Всем новогодний привет! В этом видео я расскажу, как я сделала елку из гофрированной бумаги и проволоки. Для самой елки мне понадобилась флористическая проволока, у меня она 0,6 мм в диаметре. Клей ПВА подойдет именно такой, в маленьких тюбиках, он обычно бывает нужной густоты. Плоскогубцы, ножницы и гофрированная бумага, а точнее крепированная. У меня елка будет из двух цветов. На всю работу ушло примерно 10 рулонов. Отрезаю полоску крепированной бумаги и, не разворачивая, делаю надрезы с одной стороны, так, чтобы получилась очень мелкая бахрома. Беру проволоку и сгибаю кончик. Закрепляю бахрому, вставляя ее между проволокой и загнутым кончиком. Капаю клей и накручиваю на проволоку. Периодически добавляю клей, капаю его на палец и размазываю по бумаге по мере накручивания. Сейчас накручиваю макушку елки. Когда накрутила до нужной длины, оставила на ней ленту бахромы и отложила в сторону. Накрутила еще одну мохнатую палочку. От нее длинную бахрому оторвала, закрепив конец намотки клеем. Прикрутила одну палочку к другой и обмотала оставленным концом бахромы. Таким образом, ниже макушки появилась веточка. Следующие веточки делала с разветвлениями, по тому же принципу, что и макушка с веточкой. Прикручиваю новые веточки и обматываю ствол бахромой. Длинные концы проволок от веточек будут формировать ствол елки. Переплетаю их друг с другом. Для разветвления верхних веточек проволоку откусываю на кусочки, равные ответвлению, плюс длина, чтобы прикрепить к другой части веточки. Таким образом, верхние веточки получаются не слишком тяжелыми. Ветвления веток, которые будут ниже, буду делать из длинных проволок, чтобы от каждой ветки в ствол вплеталось больше проволоки, и он становился толще. По моей задумке, елочка должна получиться молодой, и чтобы подчеркнуть ее юность, я взяла салатовую и темно-зеленую бумагу. Верхушка елки и кончики веточек салатовые, а чуть ниже начинаются веточки, в которых появляется темно-зеленый цвет. В этих ветках продолжаю делать салатовые кончики, но потом добавляю темно-зеленую бахрому к салатовой и накручиваю сразу две бахромы одновременно. Я пыталась понять, влияет ли на итоговый цвет то снизу или сверху шла темно-зеленая бахрома, но особой разницы я не заметила. Поэтому темно-зеленую бахрому можно подкладывать как снизу, так и сверху. Вот так начала выглядеть верхушка. Продолжаю добавлять ветки. Пальцы во время этой работы становятся зелеными и очень плохо потом отмываются. Чем ниже ветка, тем больше она ветвится, так как елка становится больше к низу и ветки должны заполнять собой больше места. Чуть ниже середины ствол начала обматывать уже только темно-зеленой бахромой.
И ветки ближе к основанию начала обматывать только темно-зеленой бахромой, а на кончиках темно-зеленая начиналась вперемешку с салатовой почти сразу. Удобно сделать много веток, а потом их одновременно собрать в елку. Под конец елки ствол решила обмотать коричневой тейп-лентой. Елке необходимо основание. Для этого взяла пластиковое ведерко из-под соленых огурцов и салфетки. Салфетки смачивала водой с помощью пульверизатора и скручивала из них жгутики. Также скручивала жгутики из туалетной бумаги, которая делается из макулатуры. Готовые жгутики по кругу приклеила на ведерко на клей ПВА, чередуя жгутики из салфетки и жгутики из туалетной бумаги. Когда полностью обклеенное ведерко высохло, покрасила его красной акриловой краской. А пока оно сохло, решила обмотать коричневую тейп-ленту темно-зеленой бахромой. Ну уж очень она мне не нравилась. Дальше взяла алебастр, размешала его с водой густо, так как лишняя влага мне была не нужна. Крепированная бумага, а точнее ее цвет, совсем с ней не дружит. Обмотала ведерко и елку пленкой, чтобы не запачкать. Заполнила ведро алебастром до середины. Когда вставила елку и залила алебастр до края, поняла, что придется его отковыривать и заливать заново, так как елка раскачивалась и гнулась во все стороны. Нужно закрепить намного глубже. Помним, что алебастр мы ни в коем случае не смываем в унитаз или раковину, чтобы не забить трубы. Работаем в перчатках и с посудой, которую не жалко будет выкинуть, либо от которой алебастр легко отходит. Дубль 2. Проковыряла для елки глубокую дырку и посадила ее в нее. Уложила сверху густой алебастр и как следует утрамбовала его. Сняла пленку с елки, чтобы посмотреть, ровно ли она стоит с расправленными ветками, не перевешивают ли они ее. Когда елка крепко встала, сняла пленку с горшка. Очищаю его от алебастра и там, где нужно, подкрашиваю. На алебастр наливаю клей ПВА и посыпаю его искусственным снегом, который похож на слюду. Расправляю веточки елки. Готово. На мой взгляд, такой вариант елки намного экологичнее пластиковых елок. Мне кажется, если ее правильно хранить, то она может порадовать не один год. Самое главное – беречь ее от воды и повышенной влажности. Спасибо за лайки и комментарии. Добро пожаловать в подписчики!